Мир близок как никогда. Длинный и продуктивный разговор провел Дональд Трамп с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. США готовы предоставить Киеву надежные гарантии безопасности. Все подробности двухдневного берлинского раунда переговоров. А согласится ли Москва? В Украине не осталось ни одной уцелевшей электростанции, заявил Зеленский. В ответ СБУ добивает Черноморский флот, даже в Новороссийске. Британская разведка и военные предупреждают, стоит готовиться к войне с Россией. Крепкие объятия. Нарендра Моди приехал в Иорданию. Здравствуйте! Каждый день мы следим за событиями, которые определяют наше будущее. Подписывайтесь на канал «Один день». С вами я, Андрей Данилевич. Пока в Берлине собрались президент Украины Владимир Зеленский и лидеры ведущих европейских стран, Дональд Трамп подключился к переговорам по телефону. Он выразил надежду на урегулирование войны в Украине и дал понять, что рассчитывает на скоординированное решение Европы, Киева и Вашингтона. Спасибо большое. Очень признателен. Примерно час назад у нас состоялся очень хороший разговор с европейскими лидерами, многими из них по вопросам войны между Россией и Украиной. Обсуждение было долгим, и, по всей видимости, дела продвигаются неплохо. Хотя мы уже долгое время так говорим, и ситуация действительно сложная. Как вы знаете, мы урегулировали 8 войн, и по одной из них вчера возникла небольшая проблема между Таиландом и Камбоджей. Нам удалось это уладить. Там были жертвы, чего не должно было происходить. Мы благодарны им за работу по урегулированию ситуации. У них действуют протоколы безопасности. Вчера они были потрясающими и продолжают действовать очень эффективно в том, что касается России и Украины. У меня также был длительный разговор с президентом Зеленским. Кроме того, я говорил с руководителями Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов. У нас были очень долгие и очень хорошие переговоры. И повторюсь, я считаю, что дела продвигаются довольно хорошо. В прошлом месяце погибли 27 тысяч солдат. Этого не должно происходить. Этой войны вообще не должно было быть. Она никогда не должна была начинаться. Но она началась, и мы пытаемся ее остановить. Это была ситуация Байдена, и я намерен довести дело до конца. Я думаю, сейчас мы ближе к результату. И они сами скажут вам, что сейчас мы ближе, чем раньше. У нас было множество разговоров с президентом России Владимиром Путиным, и, на мой взгляд, сейчас мы ближе к соглашению, чем когда-либо прежде. Посмотрим, что удастся сделать. Мы хотим спасти множество жизней. Вы знаете, мы продаем оборудование, торнадо. Мы не тратим собственные деньги. Но мы действительно хотим попытаться спасти как можно больше жизней. Когда вы теряете от 25 до 30 тысяч солдат, в основном солдат, но также и мирных жителей из городов, таких как Киев и других населенных пунктов по всей Украине, это очень плохо. Ничего подобного, по сути, никто не видел со времен Второй мировой войны. Но мы приближаемся к решению. И мы получаем колоссальную поддержку со стороны европейских лидеров. Они тоже хотят, чтобы все это закончилось. И в данный момент Россия хочет завершить это. Но проблема в том, что они вроде бы хотят закончить, а потом внезапно масса нет. Украина тоже хочет закончить, а потом вдруг нет. Поэтому нам нужно, чтобы они оказались на одной странице. Но, как мне кажется, этот процесс уже работает. Второй день переговоров между Украиной и США начался в понедельник утром в Берлине. В резиденцию канцлера Германии прибыл президент Украины Владимир Зеленский с американской стороны, спецпредставители Дональда Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер. Если воскресные переговоры длились более 5 часов, то в понедельник уже спустя 2 часа сообщили. Встреча продолжится с представителями европейских стран. По информации агентства Reuters, США потребовали от Украины согласия на вывод войск из северо-восточной части Донецкой области в рамках любого соглашения с Россией. В то же время европейские лидеры подчеркнули, любые территориальные уступки Украины возможны только при наличии надежных гарантий безопасности, включая создание многонациональной силы под руководством ЕС. После 2 дней переговоров участники отметили, что Киев готов к дальнейшему обсуждению. Однако по вопросу территории остаются серьезные разногласия и препятствия на пути к соглашению. Соединенные Штаты предложили Украине юридические и материальные гарантии безопасности, однако их конкретное содержание публично не раскрывается. Об этом в Берлине заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, подчеркнув, что сами предложения он считает впечатляющими. По его словам, именно эти гарантии стали важной частью нового дипломатического импульса вокруг войны. При этом Мерц отметил, что ключевые вопросы, включая возможные территориальные решения, остаются за Украиной, а Европа намерена усиливать давление на Россию, добиваясь
прекращения огня и перехода к политическому процессу. Юридические и материальные гарантии, которые Соединенные Штаты вынесли на стол переговоров здесь, в Берлине, действительно впечатляют. Это очень важный шаг вперед, который я искренне приветствую. Ключевым остается вопрос о том, каким может быть территориальное урегулирование. Ответ на него могут дать только украинский народ и президент Украины, который здесь защищает свою территорию. Я хочу еще раз это четко подчеркнуть. Именно украинский народ почти 4 года защищает свою землю, неся огромные жертвы. И здесь у нас полное согласие. Решение о возможных территориальных уступках будет принимать Украина. Я считаю, что территориальный вопрос очень болезненный, потому что Россия хочет того, чего хочет, а мы не можем идти дальше, поскольку это длительный диалог. Мы четко понимаем, чего они хотят. Кто-то может в это верить, кто-то нет, но мы со 100% уверенностью знаем, чего они хотят. Диалога по территориальным вопросам было уже достаточно, и, откровенно говоря, сейчас у нас разные позиции. Но я думаю, что мои коллеги услышали мою личную позицию. Я очень рад, что смог донести эту позицию лично. После переговоров между украинской и американской делегациями в Берлине к диалогу присоединились европейские лидеры. Проведя консультации, стороны выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили координацию усилий США, Украины и Европы по достижению устойчивого мира и предоставлению Украине гарантий безопасности. Лидеры США и Европы подтвердили готовность работать совместно, чтобы предоставить Украине надежные гарантии безопасности и меры поддержки экономического восстановления в рамках соглашения о завершении войны. В частности, речь идет о следующих обязательствах: обеспечить устойчивую и значительную поддержку Украины в укреплении ее вооруженных сил, численность которых должна оставаться на уровне 800 тысяч человек в мирное время, чтобы сдерживать агрессию и защищать территорию страны. Создать возглавляемые Европой многонациональные силы Украины, сформированную из вкладов заинтересованных стран в рамках коалиции желающих и поддерживаемую США. Эта сила будет способствовать восстановлению украинских войск, охране воздушного пространства Украины и обеспечению безопасного судоходства, в том числе в пределах страны. Учредить возглавляемый США механизм мониторинга и проверки режима прекращения огня с международным участием, который будет обеспечивать раннее предупреждение о любых будущих атаках, фиксировать и реагировать на нарушения, а также включать механизм разрядки напряженности для принятия взаимных действий, выгодных всем сторонам, заключить юридически обязательное соглашение с учетом национальных процедур о принятии мер по восстановлению мира и безопасности в случае будущей вооруженной агрессии. Эти меры могут включать применение вооруженных сил, разведывательную и логистическую поддержку, экономические и дипломатические действия. Инвестировать в будущую процветающую Украину, включая выделение значительных ресурсов на восстановление и реконструкцию, заключение взаимовыгодных торговых соглашений, а также учет необходимости возмещения Украине ущерба, нанесенного Россией. В рамках этого шага российские суверенные активы в ЕС были заморожены. Активно поддерживать вступление Украины в Европейский Союз. Лидеры выразили поддержку президенту Зеленскому и согласились поддерживать любые его окончательные решения по конкретным украинским вопросам. Они подтвердили, что международные границы не должны изменяться силой, а решения по территориям принадлежат народу Украины после того, как будут обеспечены надежные гарантии безопасности. По итогам 2 дней переговоров Владимир Зеленский пообщался с прессой в онлайн-формате. Он заявил, что в первой версии мирного плана США были спорные пункты, которых теперь нет. Зеленский подчеркнул, Украина ни де юре, ни де факто не признает Донбасс российским. Команда Трампа готова утвердить гарантии безопасности для Украины в Конгрессе США, а Киев рассчитывает на финансирование переселенцев – около 80 миллиардов долларов на жилье. Украина поддерживает идею рождественского перемирия и готова провести выборы в течение 2-3 месяцев при условии прекращения огня. В ближайшие дни Киев доработает свои предложения, после чего начнутся консультации с Россией и с Трампом. Президент отметил, что репарационный кредит или использование замороженных российских активов рассматривается как финансовая гарантия безопасности. И если Москва отвергнет наработки по мирному плану, возможна турбулентность.
В ближайшие выходные в Майами должны пройти переговоры рабочих групп США и Украины с участием военных экспертов. Как сообщает издание Axios, стороны перейдут к технической фазе. Военные будут работать с картами в рамках подготовки возможного мирного соглашения. По словам одного из американских чиновников, около 90% вопросов между Вашингтоном и Киевом уже согласованы. Однако оставшиеся пункты требуют детальной проработки. Источники отмечают, что украинские и европейские представители были удивлены масштабом гарантий безопасности, которые США готовы предложить, и уверенностью Вашингтона в том, что Москва может принять такой пакет. При этом подтверждается, что вопрос гарантий безопасности, вероятно, будет вынесен на рассмотрение Сената США, хотя формат, договор или иной механизм пока не определен. Американская сторона утверждает, что предложенное соглашение предусматривает для Украины усиленные гарантии безопасности, ускорение интеграции в ЕС и значительные средства на восстановление, но в обмен территориальные уступки. Россия, по версии источников, могла бы получить территориальные приобретения и поэтапное возвращение в глобальную экономику и международные структуры. Об итогах берлинских переговоров одновременно пишут несколько влиятельных западных и украинских изданий, подчеркивая, что речь идет не о формальном раунде, а о попытке зафиксировать основу будущих договоренностей. Киев-Пост сообщает о серьезном продвижении по пакету гарантий безопасности для Украины, модели, близкой по логике к статье 5 НАТО, но без формального членства. Этот пакет включает механизмы сдерживания, реагирования и долгосрочной военной координации с союзниками. По данным Reuters и Bloomberg, именно гарантии безопасности стали центральной темой переговоров. При этом американская сторона подчеркивает, размещение войск США на территории Украины не рассматривается, а упор делается на юридически оформленные обязательства и многосторонние механизмы поддержки. The Wall Street Journal описывает переговоры как жесткие и непростые, указывая на сохраняющиеся разногласия, прежде всего по территориальным вопросам и срокам возможных решений. В то же время Associated Press и The Guardian отмечают, что сторонам удалось сократить разрыв в позициях и перейти от общих деклараций к обсуждению конкретных параметров будущего соглашения. Украинские и европейские медиа называют берлинский раунд промежуточным, но важным этапом. Финальных решений пока нет, однако переговоры впервые приблизились к обсуждению не лозунгов, а реальных механизмов, от безопасности до экономического восстановления и послевоенных гарантий. Россия использует удары по Украине как инструмент давления на переговорах, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в стране уже не осталось ни одной нетронутой российскими ударами электростанции. Пока продолжаются различные дипломатические процессы, включая переговоры, которые могут приблизить окончание войны, мы не должны забывать, что атаки этой войны, российской агрессии, продолжаются каждый день. Путин использует жестокость ударов как рычаг давления в переговорных процессах. На протяжении многих месяцев основной целью российских ударов, прежде всего дронов и ракет, остается энергетический сектор Украины. По сути, в Украине сейчас нет ни одной электростанции, которая не была бы повреждена российскими ударами. Но мы боремся. В Новороссийске произошел взрыв в районе порта. Служба безопасности Украины заявила, что украинские силы нанесли удар по российской подводной лодке, находившейся в гавани, в результате чего она получила критические повреждения. По утверждению СБУ, речь идет о подлодке класса «Кило», пораженной морскими дронами. Целью удара стала дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Это не атомные подлодки Черноморского флота, которые Россия использует в том числе для пусков крылатых ракет «Калибр» по территории Украины. Конкретное название и бортовой номер лодки официально не называются. Напомню, что первой подбитой российской подводной лодкой стала Б-237 «Ростов-на-Дону», пораженная в сентябре 2023 года в сухом доке Севастополя ударом крылатых ракет «Storm Shadow». Это также была дизель-электрическая лодка проекта «Варшавянка», которая после удара надолго утратила боеспособность. Глава британской разведки Ми-6 Блейс Метревелли в своей первой публичной речи заявила, что Россия остается агрессивной и ревизионистской угрозой для Европы и стран НАТО. По ее словам, Москва затягивает переговоры по Украине и одновременно усиливает давление с помощью кибератак, диверсий и других действий, находящихся ниже порога открытой войны. Метревелли подчеркнула, что Великобритания сохраняет долгосрочную поддержку Украины и готовится к продолжению гибридных вызовов со стороны России. Экспорт хаоса — это не сбой, а неотъемлемая часть российского подхода к международному взаимодействию.
И мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты. Мы все продолжаем сталкиваться с угрозой со стороны агрессивной, экспансионистской и ревизионистской России, которая стремится подчинить Украину и оказывать давление на НАТО. Мне кажется ужасающим, что сотни тысяч людей погибли, и число жертв растет с каждым днем из-за исторических искажений Путина и его искаженного стремления к признанию. Он затягивает переговоры и перекладывает издержки войны на собственное население. Но у Путина не должно быть сомнений. Наша поддержка будет долгосрочной. Наряду с изматывающей войной Россия испытывает нас в так называемой серой зоне, применяя тактики, которые находятся чуть ниже порога открытой войны. Важно понимать попытки запугивания, нагнетания страха и манипуляций, потому что это затрагивает всех нас. Речь идет о кибератаках на критическую инфраструктуру, дронах, которые кружат над аэропортами и военными базами, агрессивной активности в наших морях, как на поверхности, так и под водой, о поджогах и диверсиях, поддерживаемых государством, а также о пропаганде и операциях влияния, которые вскрывают и эксплуатируют трещины внутри обществ. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что достижение соглашения в Евросоюзе по использованию замороженных российских государственных активов является принципиально важным. По его словам, отказ от такого решения подорвет способность ЕС действовать и может нанести долгосрочный ущерб его единству и международной репутации. Я работал на различных уровнях, чтобы мы достигли политического соглашения на заседании Европейского совета в следующий четверг или, при необходимости, в пятницу. Я считаю это ключевым вопросом для нашей способности действовать в Европейском Союзе. Мы должны решить это сейчас. Мы должны урегулировать ситуацию таким образом, чтобы участвовали все, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск. Но, дамы и господа, давайте не будем обманывать самих себя. Если нам это не удастся, способность Европейского Союза действовать будет серьезно подорвана на годы, если не на еще более длительный срок. Мы покажем миру, что в такой решающий момент нашей истории мы не способны объединиться и действовать для защиты нашего собственного политического порядка на этом европейском континенте. Именно поэтому эта неделя так важна для всех нас. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с официальным визитом в Иорданию, где его в аэропорту Аммана встретил глава правительства страны Джафар Хасан. Визит проходит в год 75-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами. В Аммане Моди провел переговоры с королем Иордании Абдаллой II. Ключевой темой переговоров стало расширение экономических связей. Обсуждались перспективы взаимодействия в промышленности, инвестициях, информационных технологиях, фармацевтике, сельском хозяйстве и энергетике. Это был один день. Все, что важно знать. Подписывайтесь и спасибо, что смотрите.